Здравствуйте, мои дорогие, меня зовут Юлия, я снова рада приветствовать вас на своем канале. Хочу прежде, по традиции, поблагодарить за лайки и комментарии, которые оставляете под моим видео. Особенно благодарна тем, кто донирует мой канал. Девочки спрашивали, я видела в комментариях, как донировать. Я указала номер карты, указала прямо в описании к видео. Пожалуйста, мои дорогие, кто желает, я буду очень-очень благодарна. Я точно знаю, что вы цените мою работу, я очень ценю вас, потому что вы развиваетесь вместе со мной, вы развиваетесь в резонации со мной. И точно знаю, что вернется в разы больше. Так, мои хорошие, сегодня будет расклад на тему тоже отношений. Давайте пройдемся по мыслям, чувствам партнера сегодня, на момент сегодня, вчера. Давайте вот где-то вот плюс 2 дня и еще минус 2 дня. Да? То есть вот это время в течение дней, наверное, 3-4, что он думал о вас, какие чувства были в вашу сторону, в каких энергиях был, что у вас вообще в отношениях. Давайте смотреть. Давайте посмотрим для начала. Пока тасую колоду, вы уже представили его, вы знаете, что он рядышком с вами, что смотрит вам в глаза, держит вас за руку, вы проникаетесь его состоянием, он знает о вас, то, что вы сейчас квантово настроены на него, и он готов вам отвечать сейчас на ваши вопросы. Задавать буду я, конечно же. Я прочувствую, какие вопросы вы хотите задать, и буду задавать. Давайте посмотрим, что сейчас в отношениях в этих. Покажите, пожалуйста, что сейчас в отношениях с данным мужчиной. Что за этап, что за процессы, кто влияет на эти процессы, посмотрим. Так, что за этап? Королева кубков. Чувствуют, что здесь какой-то момент очень хитрый, подлый по поводу расстояния. То есть здесь молодой человек мог схитрить. Тут опять играет главную роль это расстояние. Да? То есть между людьми может быть какое-то препятствие в виде расстояния. То есть до вас нужно ехать, плыть, лететь. Так, хорошо. Почему 5 мечей? В какой-то момент справедливости. Женщина потребовала справедливости от мужчины по поводу расстояния. Что-то здесь было, какое-то действие, скорее всего, произведено, а может даже и слова. То есть женщина произвела на мужчину какое-то впечатление, возможно, это было действительно высказано что-то, либо просто пророненное слово в чувствах. В сердцах что-то было сказано по поводу преодоления расстояния. Возможно, вы что-то сказали ему, что вы хотите его видеть, вы хотите, что это довольно-таки было бы на данный момент уже справедливо, уже нужно что-то решать. Вот. И что у нас по 5 пентаклей? Угу. Вам надоело быть невидимой, вы хотите уже праздника души. Хорошо. Такие вот энергии в отношениях. Что еще нам хотят сказать? Что еще здесь может быть в отношениях? То есть вот такой этап. Ваше заявление было все-таки. И вы понимаете, что мужчина уже настолько хитрит в этом плане, что пора бы уже как-то решить этот вопрос. Так, что еще? Покажите, пожалуйста. Что за этап? Этап, когда проходят действительно очень серьезные изменения. Когда из гусеница превращается в бабочку. Когда человек меняется просто на глазах. Вы общались с одним человеком, вы увидите вскоре другого человека. Это человек, который будет действовать, который никогда не решался, он будет действовать. Почему? Потому что идет замена мечевых энергий на пентаклевые, то есть на ценность. Когда человек понимает, что вот эти вот процессы нечестные,
лукавства, обмана, недоговоренности, любые вот процессы мечевые по пятерке мечей, когда есть, знаете, какой-то элемент странного чувства, как будто бы предаешь отношения, предаешь такой вот замечательный союз по десятке пентаклей. Было очень тяжело, но было тяжело обоим партнерам. Но вы будто бы уже наступили на самый больной мозоль, то есть на голову, тут по сути она наступает ему. Вот. Видите? Это уже надо что-то решать. Уже хватит жить в голове, говорит эта карта. Надо меняться, надо чувствовать сердцем и понимать, куда движешься. Что такое вот эта карта, хочу объяснить. Объясните, пожалуйста, по колеснице. Это что? Они мне еще старший аркан дают. Ну, все выходит на ровное, позитивное движение. И все будет проходить, как будто бы, знаете, как играючи. Но все равно это элемент хождения по лезвию бритвы. Потому что... Почему? Элемент стабильности, ожидания. И праздника. Хорошо, ждали стабильность и праздник. Дальше что? А он боится, что не понравятся какие-то моменты. То есть он может объявиться, да, но он настолько медленно это будет делать, по пентаклевому рыцарю, это очень медленно. Он может резко проявиться по колеснице, но пентаклевый рыцарь очень долго соображает, долго запрягает. Долго сидит вот в такой вот маске до того момента, пока проявится. Потому что он боится вашей реакции. Он боится, что вы вот с этими мечами и кровавой вашей жаждой крови, да, он, по сути, боится увидеть это лицо и две ручки с мечами. Так, окей. Благодарю за объяснение. Проходит сейчас трансформация, да, и человек будет меняться на глазах. Вы, наверное, общались до этого с одним человеком, но вскоре вам обещают, что вы увидите другого совершенно человека, с его же чертами лица, но другой характер, может быть. Хорошо, нам показали энергии, в которых сейчас вы. Так, давайте теперь посмотрим на его мысли. Мысли. Секундочку. Так, смотрим на мысли. Что же ты думаешь о девушке, которая смотрит сейчас этот расклад? Что ты думаешь? Посмотрим на мысли. Ну, во-первых, он думает, что, возможно, он видит вас, знаете, такой трудяжкой, но видит вас музой, девушкой, которая может его зажечь. Вот такого мечевого короля превратить в кубкового. Да еще посмотрите, в какого. Человека семейного. То есть вы созданы для семьи. Он видит вас, но видите, как здесь первый аркан все-таки мужской. Он видит вас, влияющую на него. Та, которая влияет на него. Та, которая влияет на него. Причем положительно, смотрите, и пентакли, и кубки. Да еще самая лучшая кубковая карта — это, естественно, десятка кубков. Это карта семьи, духовности, такого родства, любви. Когда мужчина заботится о семье, о детях. Это такое единение душ, такая милая, замечательная карта. Они просто друг без друга не могут, видите? Они друг друга ценят, уважают, любят. Что он о вас думает? Его мысли о вас. Вы та, которая вот этого меча, мечевого короля может превратить, может сделать, может изваять, слепить, выточить, нарисовать, в общем, сделать. Превратить в семейного мужчину. И вот это... Ритуал сработал, что ли? Ну хорошо, но это его мысли. Не расслабляемся, девчонки. Потому что это только мысли. Это только мысли. Давайте посмотрим, чего чувствует мужчина. Что чувствуешь к ней? Скажи, о, мужчина. Что ты чувствуешь к ней?
Что ты чувствуешь к этой девушке? Хо-хо-хо. А вот чувствовать он не умеет. Чувствовать он не умеет. Но нет. Я, слава богу, немножечко ошибаюсь, что он чувствует. Да, он говорит о том, что мне очень сложно чувствовать, потому что я нахожусь в какой-то странной стагнации, в вечной стагнации в последнее время. Вернее, возможно, не в вечной, но в продолжительной стагнации. Для меня важна стабильность. Я чувствую, что эта женщина меня будет. Смотрите, вы просто разбудили его. Вы разбудили его снова из мечей, из вот этого состояния. Мечевой король, который лежит, ну не знаю, тут могила какая-то реально. Но вы усыпали эту могилу живыми цветами, и они проросли. Видите, какие цветочки красные. И они проросли. Жезловая энергетика говорит о том, что энергия роста, энергия... Да, здесь 4, здесь 4, здесь стабильность, но все равно это энергия роста, когда два человека создают эту стабильность. Вы превращаете его в живое существо, в живого мужчину. Ну и двойка кубков. Двойка кубков говорит действительно о любви двух людей. Вы оживили этого человека. Вот что он чувствует. Секунду. Так, а я бы еще пробежалась по чувствам. Я бы еще пробежалась по чувствам. Правда, девочки, вам же интересно знать, что он чувствует к вам. Что ты чувствуешь к этой девушке? Еще. В глубине подсознания. Он чувствует вашу холодность далекую. Хотел бы холодность, еще раз холодность. Он чувствует вашу холодность. И хочет быть для вас замеченным, чтобы вы его любили. Вы мечевая, он кубковый. А знаете, какие-то разные энергии. Разве кубковый может спорить с мечевой? Разве кубковый может как-то противостоять мечевой энергии? Вы для него девушка, которой он любуется на расстоянии. Далеко вы от него или близко, но он, смотря на вас, на ваше изображение, на вас, на ваш образ, он видит вас просто шикарную красавицу, раздевает глазами и хотел бы дотянуться, но не может. Вот такие у него чувства. Интересный сегодня расклад такой. Посмотрим, что дальше будет, девочки. Давайте спросим, что же ты тогда ждешь, о мужчина, от этих отношений. Что ты ждешь от этих отношений? Что ты ждешь от этих отношений? А что же он ждет? Закрытая карта выходит. У него страхи. Страхи, инфантильность, сомнения. Вот в ожиданиях у него даже как-то мрачно. Может, не так мрачно, как нестабильно. Здесь может быть очень переменчивая погода в ожиданиях. Но сердце горячее. Окей. Хорошо. Вышла наша закрытая карта. А значит, дальше для нас информация открыта, нам сказали. Хорошо. Давайте спросим, что он скрывает на сегодняшний день. Есть что скрывать? Ой, свои страхи он скрывает. Как раз и скрывает то, что вот свою луну, свою какую-то привязанность к вам, возможно, по женской энергетике. Что ты скрываешь на сегодняшний день от этой девушки? Что скрываешь? Так, это что еще за 3 меча? И снова мечи. И снова мечи. Ух ты, и конфликт. Либо у него разбито сердце, либо здесь треугольник. Сейчас будем смотреть, девочки. Его чувство вины, либо такой страх, тревожность.
который вызывает у него внутренний конфликт. Что ты скрываешь? Что ты скрываешь? Объясните нам, пожалуйста, этот ряд. Что ты скрываешь? Что ты скрываешь? Объяснили старшими арканами. Что ты скрываешь? Обожаю просто, ну. И мечи. Какой-то самообман у человека. Все-таки. Так, ну смотрите, он скрывает все-таки то, что его удручает. Вот это, возможно, здесь через интернет общение у людей. Он даже не то, что не знает, что он к вам чувствует. Ему просто больно от того, что он не может с вами вообще хоть как-то выстроить отношения. Хоть и, во-первых, он боится строить отношения, во-вторых, у него разбито сердце, наверное, от прошлых отношений, скорее всего так. Потому что здесь тройка мечей говорит об этом. Не могли же вы прям вот разбить ему сердце. И плюс еще расстояние проигрывается второй раз. Если не расстояние, то какая-то ментальная дальность присутствует очень сильная. То есть ему до вас дотянуться просто невозможно. Его уже ломает по всем фронтам. Солнышко. Что такое солнышко у нас? Но он понимает, что все-таки будет справедливо. Что все закончится справедливо. Но видите как? Без его действий, понимаете? Но высшие силы говорят, что вот именно это и есть самообман. Именно это и есть самообман. Он сам себя и наказывает этим бездействием. То, что думает, что вот это само все как-то разрешится само собой, без его участия. Что ты скрываешь? Что ты скрываешь? Скрывает свой страх, свою тревожность и свое разбитое сердечко. В конфликтах находится. В конфликтах находится парень. То у него все хорошо, то у него 7 мечей. То он как-то в единении сам с собой, то ему страшные конфликты. Что ты скрываешь? Что это значит? Почему это у тебя такое? Объясните нам, пожалуйста, что это с ним вообще такое происходит? Из-за денег, может быть? Угу. Ой. Здесь судьба играет с ним злую шутку какую-то. Что-то денежное, что-то касательно его стабильности, дохода, может быть, какого-то бизнеса, дела. Касательно того, насколько он красавчик именно вот в этом деле. Почему? Потому что тут такая показательная карта, показушная, я бы сказала. Он не может заявиться, пока он не в девятке пентаклей. Не может заявиться к вам. И сейчас вот судьба ему как раз играет злую шутку. Будто бы дьявол вмешивается. Что это такое? Что за дьявол? Что это он хочет сказать? Посмотрим, что у него там с ним. Немножко одним глазком. Дети могут тут проигрываться. Шанс какой-то. Может быть, что-то связано с ребенком. Что-то связано с ребенком все-таки. Да, с ребенком. Он как отец выступает. Так, девочки, дальше лезть не буду, потому что дальше уже такая, знаете, прям очень точечная информация может быть. Но что-то связано с ребенком. С его ребенком. С ребенком, с содержанием может быть, либо плюс завязка на ребенке, потому что, возможно, влияя на его жизнь, да, ему придется как-то отказываться от благосостояния. Ну, вот такая разнокалиберная может быть информация, но, по сути, я немножко точечно посмотрела, дорогие мои, а там у кого как отыграется. Так, хорошо. Главное, карты мы оставим. Объяснительные заберем. Потасуем, помешаем и посмотрим дальше. Так, что мы смотрели? Что скрывает? Ну, видите как, раскопали там что-то. Давайте тогда посмотрим... Что сейчас мешает ему приблизиться к вам? Что мешает вообще вот в ваших отношениях, в развитии ваших отношений? Может быть, кто? Есть кто мешает в этих отношениях? Давайте посмотрим, кто мешает. Либо что мешает. Женщина мешает. Угу.
Женщина мешает. Так, здесь может быть, так как у нас выпадали уже карты, еще я буду гадать на этой колоде, да, и там должны быть карты женщины. Здесь влияние какой-то женщины. Мне кажется, что она старше его по возрасту, возможно, мать, сестра старшая, либо какая-то родственница, потому что он пажом показан по отношению к ней. Влияние, ну, довольно такое сильное влияние по миру. Он не хотел бы нарушить с ней контакт, он не хотел бы с ней ссориться, ему нужно поддерживать мир. Что там может быть? Дети, все-таки дети. Дети, женщина, императрица. Так как это объяснительные карты, нам все-таки выложили объяснение. Здесь может проигрываться мать. Либо его отношение к бывшей какой-то там супруге, да, или к женщине, как ну, что-то материнское в ней есть такое. Здесь влияние женщины мешает вам, вашим отношениям. Поехали дальше. Что поможет в развитии этих отношений? Что поможет вам в развитии этих отношений? Ну, либо вообще, вот пускай нам покажут, что поможет в развитии этих отношений. Что, кто? Что поможет? Кстати, знаете что? Что поможет? Семерка мечей. Здесь еще может проигрываться такой момент. Потоком пришла тут же информация резкая такая. Если это вы, например, и у вас есть дети, то почему-то молодой человек может думать, что это и мешает. Плюс еще расстояние, он даже не понимает, как это связать воедино, как это объединить, как это вообще сделать так, чтобы все были, ну как, все были единым целым. Вот это пока мешает, вот это непонимание его, насколько он сможет. Сосуществовать, да, в такой вот ситуации. Так, что поможет семерка мечей? Сейчас посмотрим, как она может помочь. Удержание баланса. Решительные какие-то действия, отказ от уловок, отказ от уловок. Поставить, знаете, такое вот четкое решение, отсечь любые моменты, связанные с семеркой мечей и двойкой пентаклей, когда, знаете, как танцуют на углях, пытается балансировать, пытается усидеть на двух стульях, играет, заигрывает не по-честному, да, то есть какая-то нечестная игра. Что за нечестная игра? Так. А мужчина запутался, будто бы, знаете, как в этих 7 соснах ходит и не может понять, куда ему идти, потому что он побежал за денежкой, и ему нужно вот это свое состояние как-то уловить, какой-то шанс его денежный схватить. И для него это считается, да, как уловка, как семерка мечей, когда он в какой-то западне. То есть это та ситуация, где он сейчас находится. Человеку нужно поставить себя как на ноги. И он зависим финансово от кого-то зависим. Он не может выбраться из этой ситуации. Так, ладно. Объяснили. То есть он может быть и довольно состоятельным мужчиной, да, например. Я не говорю, что он там от женщины финансово зависит. Нет. Но как-то финансовая сторона все-таки его удерживает сейчас. Он сейчас должен там решить вопросы. Хорошо. Итог этих отношений я бы хотела посмотреть. Давайте посмотрим на ближайшие месяца 3 от сегодняшнего дня. Загадывайте свой срок, конечно же, вдруг у кого-то намного быстрее события случаются. Это может быть неделя, но меньше недели не нужно, наверное. Меньше 10 дней не нужно. Давайте так, от 10 дней и до 3 месяцев. Какой может быть итог этих отношений? Что тут может быть такое знаменательное? Какой-то хэппи-энд может быть? Покажите, пожалуйста, итог. Угу. Угу. Так,
Хочу объяснений все-таки, что здесь. Так, уже вот сейчас объясню. Так, по иерофанту здесь могло быть неосознанное какое-то отношение насчет разницы между людьми. Здесь могла быть проигрываться, кстати, разница. Вот идет такая, не для всех информация, но для кого-то это точно сыграет. Разница, например, в религии, когда это социально не принималось. Разница в доходах двух людей, когда это тоже социально не принимается. Социально это значит, люди вокруг не хотели, допустим, принимать какого-то члена нового в свое общество. Но это закончится этап, и восторжествует справедливость. Будет новые какие-то действия, новые движения по-новому. Отказ от этого. Выбрасывают. Видите как? Солнышко нам показывает, что по сути здесь действительно восторжествует справедливость. И для вас как раз это будет играть существенно такую светлую, существенную роль, выход в светлую сторону. На светлую сторону. Так. Объяснили. Так, хорошо. Еще хотела бы по итогу. С разницей понятно. Что между этими двумя еще будет? Вот после того, как будет восторжествует справедливость, что тут может быть между ними? Какой хэппи-энд? Борьба. Император. В двойственности. Так, да, здесь все-таки говорят о том, что ранее это не приветствовалось. Это была, знаете, как будто бы борьба двух людей. Они действительно, они и похожи, как будто бы как одно целое, но они не похожи. Они разные по цвету кожи. Вот. И поэтому боролись. Может, это не вы боролись, но общество заставляло вас вот так друг на друга смотреть. Как будто бы на два разных человека. Но судьба вмешивается. И вы рисуете, по сути, мужчина играет важную роль. Вы рисуете новую жизнь, новое видение, новый план вашей жизни. Здесь я вижу эту двойку, как два человека попытаются к чему-то прийти. Возможно, здесь даже может быть какой-то разговор. Какой-то разговор. Здесь вот идет как раз работа вытачивания этих отношений. По сути, за это время, на которое вы загадали, здесь будет процесс только как процесс. Результата еще толком не будет. Здесь как раз запущен процесс. Но процесс неплохой. То есть идет какая-то работа над отношениями. Идет работа над отношениями. Ну что ж, хорошо. Еще буквально 3 карты выложу. Угу. Ну, здесь говорят, что это в итоге после данного срока приведет к вашей победе. Вы достаточно приложили усилий, вы сделали все, что могли, вы все свои ресурсы положили, можно сказать, да, на то, чтобы достичь своей победы. И вы достигнете победы. То есть это ваш труд, это ваша работа, она принесет свои плоды. Ваше спокойствие в данной ситуации сыграет особенную роль. Судьба вам поможет. Ну что ж, ух ты, на дне колоды оказался туз пентаклей. В данной ситуации говорит, что действительно вы ухватите свой шанс. Вы победите, и этот шанс получите, который заслужили. Так, дорогие мои, я думаю, что на этом все. Я очень рада была для вас постараться. С вами была ваша Юлия. Всего доброго. Пока-пока.